Привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. С вами опять Зеп. И в сегодняшнем видео, я думаю, вы с названия уже поняли, я расскажу все, что знаю о дверях на машине Renault Master, Opel Movano, либо Nissan NV400, как у меня. Значит, в чем основная проблема, с которой столкнулся лично я? Когда вам надо выгружаться, допустим, с задней двери, вам надо как-то закрыть кабину. Ключ у меня, короче, вот такой вот, двухкнопочный. Закрыть и открыть. Соответственно, на дверях этой машины, на водительской двери есть отверстие под ключ. А на пассажирской такого отверстия нету. Соответственно, на боковой тоже нету. На задней есть. Ну, понятно для чего. Я думаю, объяснять не надо. Итак, моделируем ситуацию, что нам нужно выгружаться, допустим, через боковую дверь, либо через заднюю. Но при этом, как же закрыть кабину? Ведь здесь никаких у нас нету защелок. Вообще ничего на этой двери я не обнаружил, чтобы ее могло закрыть. Значит, процедуру рекомендую делать исключительно ключом, дабы не забыть его в салоне. В торце двери, вот тут вот, у нас есть прорезь. Мы вставляем туда ключик и проворачиваем в горизонтальное положение это все дело. И все. Теперь, закрывая боковую дверь, с этой стороны мы ее не откроем. Сразу скажу, что открывая ее изнутри и при следующем закрытии мы ее уже открыть можем. То есть это разовая защелка. Именно для вариантов, когда тебе нужно что-то сзади выгружать, но чтобы не переживать за то, что у тебя кто-то просто тупо что-то стырит с салона. Показываю еще раз. Вставляем ключик в прорезь, поворачиваем в горизонт, закрываем. Закрыто. Водительская дверь. Можем либо с ключа закрыть, но не знаю, как у кого, у меня тут какой-то геморрой. Сколько сюда силикона или ВДшки не лить, все равно он что-то подъедает. Но у меня чуть-чуть ушатанный ключ. Поэтому, друзья, на этой двери есть точно такая же защелочка. Вуаля. Вот она. И мы точно так же вставляем ключик, поворачиваем в горизонт и закрываем дверь. Очень важно не оставить ключ в салоне. Таким образом, обе двери у нас закрыты. При этом боковая у нас сейчас открытая. Давайте вместе проверим, откроется ли она, если нажать на брелке центрального замка. Да, все прекрасно сработало. Соответственно, эта дверь тоже открывается. Метод работает, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Также, друзья, этот вариант подойдет в том случае, когда у вас сел аккумулятор. Соответственно, центральный замок уже не работает. И вы, в принципе, кабину можете закрыть таким образом. Но перед тем, как закрыть, я рекомендую смазать хорошо личинку. Потому что без аккумулятора вы уже не попадете в салон. Только ключом. Центральный замок уже не поможет. Ну и, соответственно, как закрыть сзади, там все просто. Там вот эти вот штучки, которые я проворачивал тут ключом. Там это все сделано в виде рычажков на задних дверях. То есть там ты переключатель переключаешь, и у тебя дверь блокируется соответственно. Значит, по непроверенным данным, есть еще информация, что можно двери закрыть все, кроме какой-то открытой или тех, что открытые, нажав на кнопку возле аварийки. Ведь когда у нас открытая одна из дверей, нажимая на закрытие, машина закрывается и тут же открывается. Она понимает, что один из концевиков, нету замкнутости цепи, и поэтому дверь обратно открывается. И, соответственно,
указатели поворотов при этом не срабатывают. Это сделано для того, чтобы ты визуально, отходя от машины, понимал. Я вот отхожу, допустим, закрываю, поворотнички не сработали 2 раза, как должны. Давайте сразу покажу. Должны вот так вот сработать. 1, 2. При открытии 1 раз. То есть, если ты визуально этого не увидел, то значит у тебя какая-то дверь открытая. Это логично и удобно сделано. Соответственно, при открытой двери, нажимая на ключ, она обратно открывается. Так вот, по непроверенной информации, нажимая на вот эту кнопочку и держа ее 5 секунд, закрываются все двери. Да, так и есть. Странно. Вот оно. Закрылись все двери, кроме открытой. Ха, блин, мы только что с вами. А ну давайте проверим это. Так. Блин. Это работает? Да, все закрылось. Ну хорошо. Открыл. Теперь мне интересно, что сделать? Открыть заднюю. Ради этого вся задумка. Так, открываю, короче, сейчас заднюю дверь. И пробую точно так же нажать, чтобы все заблокировалось, кроме открытой. Интересно. Так, открываем заднюю. Так, что с боковой делать? Давайте смоделируем 2 ситуации. Задняя и боковая открытые. Нажимаем. Так, опять все заблокировалось. Класс. Это реально работает. Так. Теперь, соответственно, мы что можем? Ага, проверить, если закрыть эту дверь, заблокируется она или нет. Да, она в автомате заблокировалась. Вот это огонь. То есть, фактически при открытой задней двери открываем, заходим. Ага, но я выяснил вот какой минус, друзья, в этой всей системе. Забыв ключ в салоне. То есть вот у тебя открытая боковая, открываем ее. Мы блокируем опять все двери. Но я сейчас не буду повторять действия. И, соответственно, забывая ключ где-то в салоне, выходя наружу и хлопая дверью, вот этой вот, а мы помним, что она блокируется. Соответственно, ключик уже все, тю-тю, в кабине. Соответственно, если эта система работает, напомню, задняя дверь у нас все еще открытая. Вот у нас значок. Вот, задняя открытая. Значит, блин, класс, меня аж распирает, что я нашел, как это делать, потому что это жутко бесило. То есть мы нашли уже первый способ, как это делать. Концевичками под ключик на дверях. И второй способ. Соответственно, как не забыть ключ? Значит, при открытой задней двери обязательно закрываем боковую. После этого нажимаем, держим. Все заблокировалось. Теперь мы выходим. Закрываем. Она теперь у нас открытая. Сейчас посмотрим, что при этой открытой покажет пассажирская. Пассажирская и боковая при этом закрытые. Прекрасно. Соответственно, выходя, у нас остается одна открытая дверь. И ее опять-таки либо с замка можно закрыть, либо отсюда опять-таки поставив ключиком в горизонт. Таким образом мы точно не забудем ключ.
крутая тема. Наконец-то я разобрался с этим вместе с вами. Значит, друзья, смотрите, что еще выяснил, чтобы вы не подумали, что у вас что-то там не получается. Значит, на боковую дверь вот эта фишка наша, она не распространяется. То есть сейчас у меня только пассажирская открытая дверь одна. Ждем 5 секунд. Все сработало, все закрылось. Но я выяснил такую фишку, что если мы откроем боковую дверь, то вся эта, короче, карусель не работает. Ждем 5 секунд. И ничего не происходит. То есть 5-секундная задержка кнопки работает, получается, с любым концевиком, кроме боковой двери. Такая вот штука. Ну и в дополнение, друзья, я вам расскажу сейчас, как включить автоматическую блокировку дверей на наших машинах. Когда я купил эту машину, я столкнулся с такой бедой. Думаю, блин, что за косяк? Это так неудобно. У тебя груза в будке может быть там на какие-то сотни, там, тысяч долларов условно. И кто-то на светофоре у тебя тупо это начинает тырить, потому что машина закрывается только физически нажав на кнопку закрытия всех дверей. Находится она вот тут, мы это уже выяснили. Вот. И как бы было круто, если бы эта вся система срабатывала в автомате. Но у меня она не срабатывала в автомате. Значит, друзья, этот секрет я тупо методом научного тыка раскрыл. Все, кто знал, красавчики, не надо бомбить в комментариях. Это видео для тех людей, кто столкнулся с такими же проблемами. Соответственно, что я сделал? Я взял ключик, запустил автомобиль. И нажал на эту кнопку. Зажал ее. Услышали, да, на приборной панели один сигнал. Один сигнал означает, что автоблокировка дверей выключена. Зажимаем и держим еще раз. На приборке два сигнала. Два сигнала означает, что автоблокировка дверей включена, соответственно. Друзья, это вроде такая мелочь, но насколько она облегчает жизнь. Итак, давайте же это проверим, наверное. Раз уж мы это сделали. Два сигнала, включаем передачу и начинаем ехать. Не знаю, будет слышно вам или нет, так концевики по-любому услышите. Машина набирает 20 километров или 15 автоматом. Вот она закрылась уже. Все, показываю. Ручка наша. Машина закрыта по кругу полностью. Теперь, друзья, когда мы запарковались, соответственно, дергаем за одну ручку. Ну и открывается вся машина, все концевики. Итак, еще как бонус, друзья, расскажу вам лайфхак по поводу боковой двери. Бывает ситуация, когда дверь не доходит в контактную группу вот сюда. И получается, что машина постоянно пищит, что дверь открытая. Такая проблема на этих машинах встречается часто. В каком-то из видео я уже это рассказывал, по-моему. Вся проблема в выработке на вот этой вот детальке. Сейчас я ее покажу. Вот. Деталька. На ней идет выработка. Соответственно, потом идет несовпадение вот этой вот части и вот этой вот части. Это контактная группа. Значит, простой лайфхак, чтобы машина не пищала до момента, когда вы почините. Ну, или же навсегда можно сделать. Ну, кто как относится к машине. Значит, вот эти вот верхние два контакта, думаю, видно, они такие желтоватые. Они отвечают за концевик двери. Поэтому, если открутить
вот эту контактную группу. Здесь вот винтик один внизу и вот вверху. И с обратной стороны их замкнуть, то машина будет думать, что дверь закрытая. И не будет пищать, и центральный замок будет работать корректно. Такой вот еще лайфхак вам. Такие вот у нас дверные вопросы, назовем их так. Такие вот я нашел решения, такие варианты. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте лайки. В нижнем правом углу вы можете подписаться на канал. Оставляйте комментарии. Возможно, у кого-то какие-то другие механизмы есть и знания. Потому что ключик бывает иногда на 3 кнопки. Там, где отдельно еще открывается грузовой отсек. Соответственно, у кого какие познания, давайте вместе изучим эту машину и поделимся друг с другом. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Пока.